последнее время очень популярны небрежные локоны. Но я вам не буду показывать банальную накрутку. Я покажу вам текстурный хвост с элементами плетения. Я думаю, что вам понравится. Приступим. Для начала я обработаю волосы солевым спреем. И в принципе советую им пользоваться при небрежных прическах и локонах. Пока волосы подсыхают, я сделаю прикорневое гофре. Вы же в свою очередь можете просто подсушить волосы феном. Далее я отделю височные зоны и на затылочной зоне сделаю хвост. Так как прическа у нас небрежная, я вытащу вокруг хвоста несколько прядочек. Я оставлю из хвоста одну маленькую прядочку, ею я потом перекрою резинку. Из остальных волос в хвосте я буду накручивать ломаные или пляжные локоны. Накручивать буду на утюжок. Начинаю накручивать как обычно, прокручиваю где-то 10 сантиметров и вытаскиваю утюжок по направлению локона. Продолжаю крутить дальше то же самое. Прокручиваю 5-10 сантиметров, вытаскиваю. И так до самого кончика. Сам кончик, где-то тоже 5-10 сантиметров, я оставлю прямыми. Следующий локон я буду накручивать в противоположную сторону. Я накрутила все волосы в хвосте. Сейчас обработаю их немножко сухим лаком. Они у меня остыли. И дальше я буду каждый локон разбирать на много мелких прядочек. Так будет объемнее и будет красивая текстура. Наш хвостик готов. Я все локоны накрутила, а теперь приступаю к височным зонам. Их я тоже накручу в той же технике, а только потом буду заплетать косы и выкладывать все к хвосту. So step inside my zone, baby, you can give me everything I want, everything I want. You are all I need now. It's crazy, but it's true. You're all I need. You make my heart and spirit always dance and sing. You're captivating me. All I need is to know that I'm in your heart. Я накрутила все волосы в височных зонах. Сейчас буду выбирать нашу макушку. Буду объемно выкладывать ее к нашему хвосту. Выбираю хаотично.
Сбрызгиваю спрей воском. Делаю один оборот. И невидимочкой буду подкалывать к резинке. Далее на макушке буду также вытаскивать текстуру. Локоны, которые я только что с макушки соединила с хвостом, каждый буду разбирать и укладывать объемно на хвост. Смотрите, сейчас я буду заплетать косу, и для этого буду делать пробор сбоку. Определите с моделью либо клиентом сразу, где у вас будет пробор. Ну, конечно, красивее всего сбоку, там уже, конечно, на ваше усмотрение. И в той стороне, на которой больше волос, я буду заплетать косы. Прорабатываю спрей воском. Буду заплетать 2 косы, уводить их к хвосту и буду делать подхват только с одной стороны. Следите внимательно. Начинаю плести как обычную косу. На подхват буду делать только снизу. Плести буду без особого натяжения и уводить буду сразу по направлению к хвосту. Я доплела половину косы, дальше буду вытягивать прядочки, чтобы косу сделать более шире. Далее примерно вот в этой части я буду фиксировать невидимкой изнутри косу, примерно в районе нашей резиночки. Я оставлю несколько прядочек у лица и заплету такую же косу с подхватом с одной стороны. Зафиксировала вторую косу туда же, где и первая. Эту сторону я буду укладывать просто перекрутом в хвост. Если мы заплели косы с одной стороны, с другой стороны лучше ничего не делать, иначе будет перебор.
Итак, остались последние штрихи. Помните, мы оставляли одну прядочку. Вот сейчас, когда мы уже все уложили, этой прядочкой перекрутим весь наш хвост. После того, как мы дошли до самого кончика, я обрабатываю сухим лаком и кончик буду фиксировать под хвостом, чтобы его не было видно. Остались буквально последние штрихи. Я уложу красиво по форме верхние лицевые прядочки и обработаю волосы спрей-блеском. Я дополню хвост такими вот маленькими косичками. Так образ будет более интересный.